Всем привет! Что-то я заработался в мастерской и не заметил, как праздники подкрались. До Нового года осталось несколько дней, так вот, думаю, нужно заканчивать с работой и подготавливаться к встрече Нового года. Решил начать расслабляться с баньки. Помоюсь, попарюсь, как говорится, отдохну телом и душой, ну а там уже с чистой совестью можно будет браться за другие дела. Банька хоть и старенькая, но подмазанная мной весной печь дух дает. Можно хорошенько и пропариться. А вот только держит недолго. Щели вроде бы и затыкал, но все равно где-то пропускает. И теперь приходится стираться сразу. За ночь в морозы остывает. Что ты тут стучишься? Тоже в баньку хочешь? Чуть не забыл, у меня же дома там десерт готовится. Готов. И только зарумянился. Но это так, десерт. А на основное блюдо, думаю, кролика готовить. Ой, снежок пошел. Кролика сейчас забивать не буду, сделал это немного раньше, а снимать не стал, так как это было не запланировано и поздно вечером. Может быть и хорошо, что произошло все так спонтанно. Не пришлось морально подготавливаться, да и первый раз забивать кролика при таких обстоятельствах было намного легче. А случилось все, как уже и говорил, совсем внезапно. Пришел я вечером их кормить. Смотрю, а мой кроль, который был самым активным и муштровал всех, сидит в уголку и вообще поникший. Пить есть отказался, да и вообще никакого интереса к жизни не проявлял.
А как раз были самые морозы, но я и подумал, что скорее всего до утра он не дотянет. Побежал быстренько, посмотрел несколько роликов, как это делается. Ну и сделал все быстро, даже и сообразить сам не успел. А на днях мое хозяйство увеличилось. Позавчера крольчихи окролились. Ну, я ожидал это еще неделю назад. Поставил им кормушки в клетку. Крольчихи сильно радовались, но скорее всего просто из-за того, что мебель новая появилась. А покрылись они только со второго раза, с контрольного. Вот за ними нужен сейчас глаз да глаз. То они выползают с этой кормушки. Поставил дополнительные барьеры, а то те были низкие, и крольчихи крольчат вытаскивали из гнезда. Уже 6 подстирал, замерзли. Вот 3 вчера ночью, сегодня утром нашел, а 3 сегодня днем пришел, смотрю, они лежат уже окоченевшие. Ну, я сразу за них и побежал в баню, начал держать их возле печи, отогревать у огня. Ну и делал массаж сердца, нажимал на грудки. 2 вроде бы отошли, ожили. Но, скорее всего, без последствий такие дела не проходят. Чтобы мясо кролика было не сухим, нужно его правильно замариновать перед готовкой. Ну, я-то уже не первый раз готовлю. Мясо получилось сочным и нежным. И не думаю, что мои кролики там какие-то особенные. Да и старше он 4 месяцев уже был. Ну а сейчас буду готовить не свежего кролика, а размороженного. Когда я его упорядковал, была уже ночь, так я его быстренько расфасовал по порциям грамм по 300 и в морозилку отправил. Да и целого готовить смысла нету, я один-то его и не съем. Тушка завесила 2 килограмма 50 грамм. Ну а для того, чтобы белки в мясе начали распадаться на аминокислоты, нужно использовать правильные ингредиенты в маринаде. Для этого нужны кислоты, так называемые фолаты. Поэтому я использую лук, но он еще будет являться антисептиком, чтобы моего кролика не стали есть бактерии еще до того, как я начну его готовить. Еще их много в киви, ну там же есть и кислоты. Ну и для аромата можно добавить различные специи. Я добавляю хмели сунели и зверобой в большом количестве. В качестве кислот буду использовать лимонный сок. Но сюда же можно и цедру добавить для пикантного вкуса. Но кислоты в лимоне и киви будет мало, поэтому я еще добавляю яблочный уксус. Натуральный продукт домашнего приготовления, поэтому можно его и грамм 50 спокойно лить. Вкус у него не такой уже и ярко выраженный. Ну а чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом, его немного прокалываю, чтобы сок пропитался внутрь и начал разлагать белки на аминокислоты еще изнутри. Ну и оставляю это все часика на 3-4. Ну вот, пока мясо маринуется, пойду посмотрю баньку и можно немного поработать. Так, что там с банькой? Топится. И птички кормятся. Это самое излюбленное место. Шада сидит у окна частенько, смотрит, как птички кушают. Да, Шада? Шада? Она даже не отвлекается.
Я вам, наверное, уже надоел с этой столяркой и с этими планками. Да, честное слово, уже и самому надоело. Каждый день одно и то же. Да и ночью от них спокойствия нет, уже сниться стали. Изначально, как только планировал ввязаться во всю эту историю, смотрел видео, как это делают другие, и уже планы составлял на основании их производительности. Она у них была где-то в среднем 1000 планок в день. Ну, я-то, конечно, целый день не работаю, всего лишь по 5 часов бесперерывно, но все равно до их производительности мне еще далеко. У меня только получается за... Shadow, кто там? Кто там? О, к нам гости пришли. Опять отвлекает. Ну, если бы не отвлекали, то, может быть, и больше сделал. А так за день получается только 100 планочек сделать. Но все же с верхними планками уже покончил. Ну, конечно, не совсем. Я тут подумал, что пчелы все равно за сезон не успеют оттянуть целый улей. Так решил делать только половину. Ну, а оставшиеся уже или в следующем сезоне, ну, или после того, как закончу с ульями. Но все равно работы еще много предстоит. Нужно изготовить 1000 боковых планок. Ну, часть заготовок уже есть, как рассказывал в прошлом видео, остались от изготовления верхних. Но технологический процесс все-таки изменил от рассказанного. И теперь этот остаток отрезал до того, как вырезал подпечики. И он получается теперь не 415 сантиметров, а 480. И из него получится не одна боковая планка, либо 2 половинные, а 1 целая и 1 магазинная, либо 3 магазинных. И из всей этой кучи можно получить теперь 240-300 боковых планок в зависимости от комбинации. Ну, только что еще дорезать нужно их. Боковые я буду делать 36 миллиметров. Ну и такая речка будет уходить в отходы. Сейчас останется только нарезать их по ширине, наторцевать по длине, ну и сделать разделитель Хохмана. Собирается конденсат в маске. А это столько отходов получилось. И еще 3 мешка опилок. Ну, в принципе, с этих досочек еще повыбираю, боковых планок понарезаю. А эти рейки откладу, может быть, еще пригодятся где-нибудь. Ну, как минимум, летом можно будет рассаду подвязывать.
вот, обманул я вас. Получилось 300-х 93 и магазинных 134. Итого всего лишь 227. А еще, скорее всего, несколько отбракуется. Ну, те с сучками, что не заметил. Да и нужно еще придумать, как разделитель Гофмана вырезать без больших потерь. Особо-то выбора и нету. Буду вырезать на пиле. По сути, здесь осталось всего лишь 2 операции. И тогда можно с уверенностью заявлять, что минимальный набор столярного инструмента для пчеловода – это один распиловочный станок. На своем примере я показал, что можно только с помощью его одного сделать рамки. А даже если и доска будет не такая, как у меня, а шире, то ее можно также распускать. Ну а сбивать рамки не обязательно иметь пневмоинструмент. Можно обойтись молотком и гвоздями. А здесь в лучшем случае получится 5-я часть от необходимого. Ну, остальное буду вырезать из всех остатков. Хотя еще подумаю, доска 40-я, а нужно 36 миллиметров, то возможно буду делать их с помощью рейсмуса. Но с ним тоже не все так просто. Смотрел отзывы, то получается в начале и в конце рейсмус канавку оставляет, которая съедает размер. Ну, либо 5 сантиметров придется выкидывать в брак. Еще подумаю. Ну вот, для первой операции сделал такую обойму. Сразу на 7 планочек, чтобы делать запил под 30 градусов. Ну, хотя не всегда 7 планочек влазило. Порой попадают между ними опилки. Тогда довольно туговато. Хотя спокойно можно 6 делать. И получилась такая универсальная. Сразу можно и с большими, и с магазинами работать. Ну, а для второй операции ничего выдумывать не стал. Обычно брусок и струбцина. И в итоге получается вот такие вот планочки. Осталось только это все перепилить. Хотя все равно до Нового года, скорее всего, не успею все сделать. А там еще банька стынет. Ну а что у нас тут получилось? Кстати, петрушка своя, с высокой теплой градки. Ну что, можно начинать и праздновать. Хотя мало кто начинает 29 декабря. Но у меня есть свой повод. Сегодня юбилейный выпуск, 50-й. Как там говорится? На халяву и уксус сладкий. Хотя это вроде не халява, сам делал. Ну так это и не уксус, а яблочный сок, который делал вместе с ним.
Ну а вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желать ничего не буду, все равно не исполняется, пока сам не исполнишь. Поэтому переводите свои мечты в цели и двигайтесь к ним каждый день хотя бы маленькими шажочками.